Игровая музыка бывает двух типов: написанная специально для игры и лицензированная. В любом случае за ней стоит целая команда авторов. Но что если музыка внутри мира игры исполнена несуществующей группой? Причем создана она талантливо настолько, что мы, как игроки, порой не замечаем подвоха, и если специально не вдуматься, то музыкальные группы из видеоигр вполне можно принять за реальные. Но кто за ними стоит? Кто те люди, что создают образ и стиль фейковых музыкантов, порой даже придумывающие творческий путь групп и целые дискографии, состоящие из множества альбомов? За подобными работами стоят не просто по-настоящему талантливые композиторы. Тут зачастую скрываются истории успеха, когда, будучи музыкантом, ты не гастролируя и не находясь в ротации на радио, за пару дней продаешь миллионы копий своих песен. Истории о том, как дружба, пронесенная через года, дает выход таланту и старт карьере целой группы, и о том, как видеоигры помогают воплотить мечту детства и стать настоящей рок-звездой. Сегодня речь пойдет о выдуманных музыкальных группах из видеоигр и о том, кто спел их песни. Признаться честно, впервые проходя в Vice City, а потом и перепроходя, я даже не задумывался о том, что появляющаяся в нескольких миссиях группа Love Fist, помимо обычных NPC, выдающих задания, еще и поет в самой игре. Если конкретно, то треков всего 4 штуки: Dangerous Bastard, Fist Fury, Down 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 и Fist Till Morning. Первые два звучат на внутриигровой радиостанции V-Rock. Down 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 и Fist Till Morning проходят скорее фоном. Одна играет во время кат-сцены перед одной из миссий, а вторая фигурирует в рекламном ролике тура Love Fist внутри игры. Lock up your daughters. Shoot your sons. Because Love Fist is coming to town. Tour that has been banned throughout the world comes to Vice City. The monsters of rock and roll excess. Love Fist. Плюс через какое-то время в доступе появился трек This Night, а в GTA 5 представили композицию This Is a Power Ballad. Но это далеко не все. Rockstar всегда в своих проектах уделяла максимум внимания деталям, и группа Love Fist не исключение. Помимо 4 имеющихся песен, можно так или иначе найти упоминание еще 9 композиций, плюс название 4 альбомов. Песни Love Fist действительно органично вплетаются и в репертуар радио V-Rock, и в демонстрируемую эпоху 80-х, когда происходил расцвет рок-музыки. Love Fist не просто звучит как настоящая группа, ее состав по факту и есть группа, фронтменами которой являлись аудиодизайнер Алан Уокер и руководитель музыкального направления Rockstar Крейг Коннор, собравшие вокруг себя десяток талантливых людей, вместе с которыми они отвечали за аранжировку, тексты, музыку и вокал. Затащили в Love Fist даже Лесли Бензиса, какое-то время занимавшего должность президента Rockstar North. Просто создаем звуки и музыку для игры. Мы хотим оживить воображаемый мир. Игра становится захватывающей и реалистичной только тогда, когда ты веришь, что находишься там. И звук может сильно подвести в этом плане, потому что все, что ты слышишь, должно быть правдоподобным. И если для Алана работа над созданием образа и музыки группы Love Fist была первым опытом подобного формата, ведь до этого он в серии в основном отвечал за дизайн и сведение звуковых эффектов, то вот Крейг Коннор не просто уже имел подобный опыт. Он придумывал и реализовывал фейковые музыкальные группы со времен самой первой игры серии. Более того, именно благодаря ему во многом GTA получила то, что сегодня мы принимаем как само собой разумеющееся — внутриигровое радио, а образ и идея внутриигрового радио сформировались из-за самой первой написанной композиции саундтрека первой, прошу прощения за тавтологию, GTA. Именно она убедила молодую Rockstar, тогда называвшуюся DMA Design, сделать музыку центральной частью игры. Эта композиция называется
Joyride. Текст, представляющий собой стереотипнейший гангстер-рэп, написал Крейг Коннор, зачитал его Джонни Уилсон. Вместе они написали аранжировку и поняли, что гротескному треку слишком тесно в рамках обычной песни для музыкального сопровождения игры. Тогда была придумана группа The Shootaz. Джонни Уилсон взял себе имя Роберт Де Негро, что является очевидной отсылкой к звезде гангстерских боевиков Роберту Де Ниро, и пазл сложился. Кстати говоря, Joyride и дальше будет фигурировать в играх серии в качестве пасхалки. В третьей части, например, это мелодия сообщения пейджера, а в четвертой один из рингтонов мобильного телефона. Да и в Vice City эта мелодия тоже была. Let's go for the joyride. Крейг создаст еще немало композиций для всех частей GTA вплоть до Vice City, чтобы именно там, применив весь накопленный опыт, реализовать его в виде Love Fist. Рок-команды с историей, альбомами и треками. За первые 2 дня Vice City продастся в количестве 1,5 миллиона копий, а таким образом и музыкальные треки, созданные командой Rockstar для вымышленной группы, безо всякой ротации на радио, разойдутся огромными тиражами, которые не снились и большинству реально существующих артистов. Я помню, что еще 5-6 лет назад люди смеялись и говорили: «О, так ты создаешь какие-то странные звуки для игр». Именно так все привыкли воспринимать звук в видеоиграх. Я хотел, чтобы GTA этот стереотип изменила. Очевидно, что при создании Love Fist ее авторы вдохновлялись хэви и глэм-роком 80-х от Iron Maiden до Poison. Что вылилось в хлесткий и четкий набор штампов для стёба над жанром. Но что если автору нужно создать образ группы, в которую веришь без скидок на пародию? В видеоигре по Стражам Галактики музыке уделена огромная доля внимания. Помимо шикарного саундтрека, включающего просто какое-то нереальное количество хитов от Билли Айдола и Аха, до Blue Oyster Cult Гэри Ньюмана и даже Рика Эстли. Вот так вот внезапно зарекролил. В общем, нескольких десятков хитов на все времена разработчикам показалось мало. Им нужна была рок-группа, которая с одной стороны вписывалась бы в эту когорту убойных песен, а с другой была бы достаточно мощной, чтобы повлиять на формирование главного героя Питера Куилла. Кажется, немного путано, не переживайте, сейчас все объясню. Дело в том, что музыка — это основа игры о Стражах. Питер еще в юном возрасте предстает перед нами в качестве огромного фаната группы Star-Lord. Именно их название и станет прозвищем Куилла в дальнейшем. В 80-е Star-Lord были настоящими звездами, не уступающими каким-нибудь Judas Priest, Megadeth и Meat Loaf. Только вот такой группы, как Star-Lord, никогда не существовало. Ее придумал специально для игры Стив Щипковский, старший звукорежиссер компании-разработчика Eidos Montreal. Видеоигры — отличная среда для развития музыки, особенно учитывая то, как изменилась музыкальная индустрия в наши дни. Но нанять настоящую группу для записи альбома было бы намного дороже, чем поручить старшему звукорежиссеру написать альбом. Стив выступил в качестве настоящего фронтмена. Практически в одиночку он придумал как саму группу, так и написал большую часть текстов песен, выступал в качестве человека-оркестра, исполнив несколько музыкальных партий и подарил свой вокал. Если уж говорить на чистоту, то Стив хоть и сыграл роль лидера и идейного вдохновителя Star-Lord Band, компанию ему составил Йохан Бурдо, еще один сотрудник Eidos, так что все лавры отдавать Стиву все же не совсем честно. Несмотря на научно-фантастическую направленность, звучание альбома универсально. Мы составили список из примерно 10 тем: семья, друзья, преодоление трудностей и так далее. Сначала я начал просто писать музыку и тексты, но потом осознал, что вкладываю в это всего себя, и тогда понял: я действительно пишу музыкальный альбом.
И это произошло не просто так. С раннего детства Стив увлекался рок-музыкой и, как и многие подростки, начинал что-то играть для себя и фанател от рок-икон того времени. Как и многие тинейджеры в 80-х, он мечтал стать рок-музыкантом, собрать свою команду и играть свои песни. К сожалению или счастью, но этого не случилось, хотя любовь к музыке все же стала частью жизни и профессией. А кумиры детства продолжали вдохновлять и не давали терять надежду. Даже если сейчас Kiss не те люди, на которых я равняюсь, я могу посмотреть на них и снова почувствовать себя 12-леткой. В текстах песен они всегда говорили о позитиве и вере в себя, о том, чтобы вопреки обстоятельствам идти против течения. Работая уже в качестве звукорежиссера, Щипковский, кажется, всегда где-то в глубине души оставлял место для мечты когда-нибудь сыграть как настоящая рок-звезда, а руководство компании, поручив ему записать рок-альбом для видеоигры, даже не представляло, какой они выбили джекпот. Когда мне исполнилось 30, я решил, что, возможно, я уже никогда не напишу настоящий музыкальный альбом. Я верил, что все впереди, но на самом деле сыграла простая удача. Я просто оказался в нужном месте в нужное время и решил не упускать возможность. Альбом Space Riders получился не просто набором песен, это настоящее произведение с контекстом, связанным в том числе и с миром игры. Первая же песня Zero to Hero и настраивает на нужный лад и, если так можно сказать, спойлерит путь молодого Питера Куилла. Четкие гитарные рифы, дребезжащие барабаны и бас, оптимистичный настрой с одной стороны задают тон всему альбому, а с другой словно выступают антитезой к мрачной и тяжелой Zero the Hero от Black Sabbath с альбома Born Again, являясь одновременно и отсылкой на нее. Вообще, каждый трек тут это либо описание ситуации и состояния главного героя и его команды, либо описание пути этой самой команды. Если принять за точку отсчета начала путешествия Питера Zero to Hero, то все остальные композиции так или иначе иллюстрируют дорогу и изменения четверки героев. А зная концовку на закрывающий трек The Darkness Inside и особенно его лирику, да еще и в контексте финала игры, получается взглянуть на весь альбом как на единое высказывание со своей историей. Ну и не могу оставить без внимания пару моментов. Стив, будучи настоящим фанатом рок-музыки 80-х, местами осознанно, как в случае Zero to Hero, а местами, как мне кажется, нет, наполнил свои треки отсылками к культовым исполнителям тех лет. All for One звучит в духе ранней Металлика, где даже вокалом Стив пытается подражать молодому Джеймсу Хэтфилду. Плюс у Брайана Адамса, Рода Стюарда и Стинга была песня с очень похожим названием, так что по сути это отсылка в отсылке. А при прослушивании уже упомянутой The Darkness Inside я не могу отделаться от ощущения, что это версия Dream On от Aerosmith из параллельной вселенной. Даже некоторые рифы и аккорды звучат будто отражение друг друга. Возможно, это я себе придумал, но прогнать эти мысли я просто не могу. Музыка, как уже было сказано, неотъемлемая часть Стражей Галактики. Звездный Лорд, словно лидер группы во время хадл боевой механики, когда Питер Куилл собирает стражей и они под музыку получают бонус к урону и способностям, что позволяет выйти даже из сложной ситуации. Это же по сути составление сет-листа группой перед выступлением. Стар-Лорд определенно фронтмен, Дракс барабанщик, он просто создан для того, чтобы отбивать ритм. Гамора, я думаю, отлично бы сыграла на гитаре. Грут мог бы исполнить партию на басу, задавая ритм вместе с Драксом, а Ракету я вполне представляю с соло-гитарой, скачущим по сцене, как Ангус Янг из AC/DC. У Стива получилось создать отличную виртуальную рок-группу, пусть и с одним альбомом, но зато каким. Однако, что если я вам скажу, что существует еще более изощренное воплощение видеоигровой рок-банды, не просто с историей, но и с дискографией, группы, влияющие на события сразу нескольких игр и существующие как по ту, так и по эту сторону экрана.
Old Gods of Asgard – рок-группа, образовавшаяся в США в 70-х братьями Одином и Тором Андерсонами, к которым чуть позже присоединился Боб Бальдер и гитарист Локи Дарканс, таинственно пропавший после выхода второго альбома группы под названием Follow Me Underground в 1972 году. За все время старые боги выпустили 7 студийных альбомов, последний из которых, Rebirth, вышел в 2023. Как и все остальные группы из этого видео, она вымышленная, и песни из ее альбомов представлены не в полном объеме, а лишь частично. Да даже обложек найти можно всего 2. К уже упомянутому Rebirth и к In the Valley of My Shadow 1978 года выпуска, на котором, согласно лору, впервые была представлена песня Children of the Elder God. Сама группа Old Gods of Asgard присутствует так или иначе почти во всех играх Remedy, и о вкладе ее песен в общую вселенную у меня на канале есть отдельное видео. Сегодня хотелось бы подробнее поговорить о том, кто же в ее составе. Все они участники финской группы Poets of the Fall. Фронтмен Марко Саареста исполняет в группе роль Одина. Олли Тукианин — соло-гитарист и он же Боб Бальдер, а на барабанах Маркус Каарланин, примеривший в игре на себя роль Тора Андерсона. Удивительно, но в какой-то степени становление группы Poets of the Fall пересекается с поиском себя у Old Gods of Asgard. Если богов организовали Один и Тор, к которым потом присоединился Бальдер, то у истоков поэтов стояли Марк и Олли, а третьим участником на момент становления стал Маркус. Тор и Один долго скитались как соло-музыканты или пытались сделать что-то дуэтом, но добились успеха, лишь организовав группу. Марк и Олли все время мечтали начать играть музыку самостоятельно, но смогли это сделать, лишь объединившись и запустив Poets of the Fall. Отправной точкой карьеры Poets of the Fall послужила песня Late Goodbye, которую использовали в качестве лейтмотива и трека для финальных титров Max Payne 2. Но путь к этому моменту начался гораздо раньше. С детства Марко Саареста и будущий глава разработки Max Payne Сами Ярви, он же Сэм Лейк, были очень хорошими друзьями. Первый хотел заниматься музыкой, а второй жутко увлекался программированием. Поэтому, когда Сэму выпал шанс создать большую игру при крайне ограниченном бюджете, в ход пошли абсолютно все связи. Кат-сцены и CGI по максимуму заменили на стильные комиксы, основой к которым послужили реальные фотографии, роли на которых примерили почти все разработчики Remedy, а также члены их семей. Марко Саареста же тут исполнил роль Владимира Лема, и он же пригласил своего друга Олли Туикианина, с которым они уже мечтали создать группу и делали первые шаги. Олли сыграл мафиози в Винни Ганьите. В продолжении Max Payne по задумке Сэма Лейка музыка должна была играть куда большую роль. Придумывать истории — это извилистый путь. Ты пробуешь что-то, у тебя ничего не получается, и тогда ты идешь другим путем. Изначально идея заключалась в том, что Макс окажется вовлеченным в какое-то травмирующее событие и забудет обо всем, за исключением фрагмента песни под названием Late Goodbye. В самой ранней версии сценария песня пробуждала воспоминания Макса о травмирующем инциденте. И хоть эта идея в дальнейшем видоизменилась, Сэму все равно нужен был кто-то, кто напишет музыку и переложит его идеи в формат песни. При этом кто-то достаточно увлеченный, кто не подойдет к этому спустя рукава. Марко, уже сформировавший сольную группу, был идеальным кандидатом. В то время поэты только формировались. Марко, как и я, интересуется литературой и пишет все тексты для группы. Мы начали обсуждать идею написания специальной песни для игры. Я никогда раньше не писал текстов песен, но у меня было стихотворение, в котором присутствовали элементы, которые я хотел включить в трек. Я отправил наработки Марко. Написание Late Goodbye было очень волнительным. С одной стороны, я не хотел подвести Сэма и понимал, что песня должна максимально вписываться в формат видеоигры. А с другой, это был первый сингл нашей рок-группы. Мы тогда только-только начинали, и песня должна была стать качественной сама по себе, в отрыве от любого произведения.
Late Goodbye прекрасно вписалась в Max Payne 2, запустила карьеру Poets of the Fall, и затем они стали играть огромную роль в практически всех следующих проектах студии. Придуманная Сэмом и Марко альтер-эго Old Gods of Asgard с каждой новой игрой обрастала новыми подробностями биографии, выходили синглы, видеоигровые воплощения музыкантов оказывали все большее влияние на глобальный сюжет всех игр компании. Пока в конечном итоге в кинематографичных вставках Alan Wake 2 Марко, Олли и Маркус не исполнили роль своих протагонистов. А затем не вырвались в реальный мир на Video Game Awards 2023 с треком Herald of Darkness. И, как мне кажется, это в какой-то степени отличный пример, что по факту границ между творчеством группы в реальном мире или в мире виртуальном особо нет различий. Что главное для создания хорошей музыки — это вкладывать в нее частичку себя и, конечно же, верить в мечту, идти к своей цели, и лишь тогда все получится. Неожиданная сцена после титров, я немного извиняюсь за качество картинки. Оно меня до сих пор не устраивает, но докупить нужное оборудование пока нет возможности. Хотел бы, во-первых, поблагодарить всех, кто досмотрел до этого момента. Во-вторых, за то, что мой предыдущий ролик про гоночные саундтреки так вам зашел, я до сих пор в шоке. В-третьих, не верится, что я вообще это говорю. Но я завел Boosty, Patreon и спонсорство на YouTube. Вот так вот, да. Можете подписаться на любой удобной платформе. А также на YouTube есть функция «Супер спасибо» для разовых донатов. Но это все не обязательно. Совсем не обязательно. И на ваше усмотрение. Лайка и подписки будет вполне достаточно. Есть один офигенный человек, который вообще вот просто даже без моих объявлений подписался. Ник Пивко. Спасибо тебе, Пивко. Если вы хотите быть как Пивко и решились подписаться, то вне зависимости от платформы список бонусов будет одинаковый. Это доступ к видео чуть раньше, дополнительные материалы от просто моих мыслей о музыке до каких-то бэкстейджей, небольших видосов. Например, после выхода данного ролика на всех площадках будет доступно видео про творческий путь группы Old Gods of Asgard внутри вселенной Remedy, от момента основания и до финала Alan Wake 2 на данный момент. Все ссылки на площадки в описании, и еще раз спасибо, что вы здесь. Скоро увидимся. Пока.